Ну, однозначно нет раннему интеллектуальному развитию ребенка и раннему обучению его чтению. Но почему? Почему нам так хочется все сделать побыстрее? Мы постоянно находимся в этой тревоге, которую для нас создает вот это социальное окружение, зачастую именно окружение социальных сетей. Мы смотрим других детей, которые уже читают, которые уже говорят на 3-4 языках, которые уже освоили какие-то виды спорта. И нам хочется сделать тоже все побыстрее. Нам кажется, что мы как будто не успеваем. Но здесь нужно понять одну вещь. Вот в этом плане торопиться никуда не стоит, потому что есть наша биология. И наш мозг развивается по определенным законам, у него есть свои этапы. И нам стоило бы, конечно, это знать. Смотрите, с 4,5 до 7 лет у нас развивается правое полушарие головного мозга. За что он отвечает? За интеллектуальное развитие? Нет. Оно отвечает за целостное восприятие мира, за вообще восприятие музыки, звука, красоты, каких-то эмоциональных проявлений. То есть ребенок в этом возрасте должен получить достаточно пищи, да, для развития вот этого правого полушария головного мозга. То есть мы должны посвятить время вот этому. Не садить его за книжку, а отправить его на улицу, в парк с друзьями, быть с ним. Да? Главный лозунг вот этого периода времени – интересно все. Интересно все ему, интересно все вам. И это в будущем станет базой для развития именно уже чтения и интеллектуального вообще развития ребенка. Почему? Потому что наш мозг так устроен, что высшие функции нервные, да, наша нервная система, они как бы накладываются на низшие функции. Восприятие является более базовой функцией. И поэтому, если базовая функция, вот этот фундамент не создан, то и высшие функции не смогут сформироваться и развиться вообще в всей своей полноте. Поэтому, пожалуйста, не проскакиваем этот период. Посвятите время свое этому периоду, а научить читать ребенка вы еще успеете. Значит ли это, что нужно учить читать ребенка в 7 лет? Нет. Это значит, что в 7 лет уже идет развитие у нас, да, левого полушария головного мозга интеллектуального. И подготавливаться можно заранее. Есть такое понятие сензитивный период, да, и когда мы к нему готовимся. Ну, обычно это речь идет, за год, там, за 7, за 6 месяцев, да, но можно самое ранее, за 1,5 года, в 5,5, какую-то немножко подготовку начать, но не больше. Не ждите каких-то результатов сразу от ребенка, потому что его мозг пока к этому не готов. Дайте пищу для тех функций, которые должны развиться в этот период.